Всем приветик. Сегодня на ужин я решил сделать что-то китайское. У меня китайская вермишель куплена, китайская пак чой и уже пачка нарубленных овощей китайских. Здесь и капуста, и морковка, и перец, и кукуруза. Вот такие у нас пачки продаются уже, как перец всего, только жарить. Жарить это приготовление не должно взять много времени. Решил такое сегодня сделать, потому что моя семья вся в бегах, все ужинают в разное время. Старший сын, например, домой, сразу поедет в гольф играть на пару часов, потом приедет домой, будет кушать и ужинать. Так что я решил только все на сковородке сделать сегодня. Каждый придет, себе положит сколько надо. Если надо, в микроволновке отогреть, но ужин надо делать. И, может быть, я вам какую-нибудь идею тоже дам. Может быть, вы потом приготовите и попробуете. Насчет белка, сюда я сегодня положу 2 яйца, тоже поджарю. И добавлю креветок. Также сюда пойдет на луковица. Но у меня будет 1,5, потому что одна половинка у меня сейчас осталась с прошлого раза, когда готовил. Так что, чтобы не выбрасывать, я все не расходовал. Так что, в первую очередь, я нарежу лук, начну жарить, и потом начну добавлять все по порциям. Так что смотрите. Итак, в первую очередь я нарежу лук быстренько. На сковородку я добавляю масло. Так. Теперь добавлю лук. Пускай начинает жариться. Я вспомнил, что у меня в холодильнике есть грибы, так что грибы тоже добавлю туда. Грибы очень мелкие, они нарезаю такими дольками. Так, лук начинает уже румяниться, и начну добавлять вот этот микс. Все овощи я это уже нарезаны, это специально для китайской кухни. Так что здесь и капуста, и морковка, кукуруза, и перец, и соевые бобы вот эти. Честно скажу, на русском как называется, но я думаю, что это соевые бобы. И теперь это все потихонечку пускай жарится. Туда же добавлю и грибы наши. Теперь порежу этот пак чой, это китайская зелень. Очень мелко я не нарезаю. Такими большими. Все это жарится теперь. Чтоб не пригорало, мы повернем. Если надо, мы еще масло добавим. И в то же время я добавлю соевый соус. У меня соевый соус уже с грибами, так что
Немножко я добавлю oyster соус. Я помню, когда я вырос в Советском Союзе, я никогда не пробовал китайскую кухню. А когда поехал в Америку, и первый раз я там попробовал в Америке, честно, мне понравилось очень. И тогда я уже стал смотреть, как они делают. У меня друзья китайцы появились, и тогда с ними общался тоже. А когда еще в рестораны мы ходили, смотрели, как они готовят. Так что иногда я китайскую кухню делаю. Так что я давно не делал китайский суп по китайскому рецепту. Я думаю, что на следующей неделе я сделаю и вам покажу, как я буду делать это. Тоже очень легко делать, но очень вкусно. Вся наша зелень еще парится на сковородке, жарится. Я добавлю немножко молотого перца. Соль я добавлять сейчас не буду, потому что соевый соус уже соленый очень. Когда все я прожарю, помешаю, тогда я буду смотреть по вкусу, надо ли соли или не надо. Так, сюда сейчас я добавлю 2 яйца, пускай тоже жарится и парятся. Так, яйца перемешаем с зеленью, пускай жарится таким образом. Так, открываю пачку. Вот такого размера они. Но я, когда буду их ставить на сковородку, я буду их ножницами разрезать, потому что мне не нравятся, они очень длинные, тогда их трудно подавать и кушать. Сейчас ножницы у меня готовы, они пищевые ножницы, все чистое. Это тоже все чистое. Так, время для этой мишели. Это все прессованное, так что я сейчас буду ложить и резать. Может быть, кто-то сейчас меня ругать будет, что я не так делаю что-то, но простите, я самоучка и сам учился, как делать, и постоянно экспериментирую сам, и рад поделиться своими экспериментами, удачами и неудачами. Так что, и говорят, на ошибках учатся. Все это мы теперь перемешаем. Я добавлю немножко еще масла. И теперь добавлю креветки. Немножко соли надо. Теперь огонь я снижу, накрою, пускай немножечко минут 5. 3-4 минуты так будет. Помешаем, посмотрим. Сейчас на пробу снимем тоже, посмотрим, что у нас тут творится. Все очень вкусно. На соль нормально, на специи нормально. И пора выключать теперь.
Итак, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Это китайский вермишель с зеленью, грибами, с пакчой и с креветками. Я думаю, что это вам видео понравилось, или я вам какую-то идею дал. Так что попробуйте, готовьте. На этой ноте я вам скажу, что приятного аппетита. Берегите себя, своих знакомых, друзей, родственников, близких. И мирного неба всем нам. До скорой встречи. А да, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы хотите поддержать мой новый канал, я буду очень признателен, если вы подпишетесь тоже. Пока. До новых встреч.